Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия, и в этом видео мы с вами продолжаем вязать мою куколку, а точнее свяжем теперь ей ножки. В первой части мы уже связали ручки, также в первой части можно ознакомиться с материалами для вязания и в принципе посмотреть более подробно куколку и ее образ. Сейчас же давайте расскажу вам, что мы будем делать в этой части. Мы свяжем ножки, но ножки будут немножко длиннее, чем у оригинала куколки, которую я вам показывала в начале. Они отличаются на 4 ряда здесь и 2 ряда здесь. В процессе вязания я подскажу вам, как сделать их короче, если хотите. Если вас устраивает вот такой вариант, мне же они показались немножко коротковатыми, и я их немножечко удлинила. Совсем на немного. Если хотите, чтобы были такие же коротенькие, просто провяжите меньше рядов, я подскажу, где и что, как сделать. Все остальное остается так же. Если вам понравилась эта куколка и вы еще не вязали ручки, переходите в первую часть. Если ручки у вас уже готовы, то вяжем ножки. Начинаем вязать ножки. Самая сложная часть — это у нас пяточка, поэтому здесь нужно быть очень внимательными. Считаем ряды так: от начала. Вот, например, идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше здесь вяжется поворотными рядами, но считаем ровно посередине. 9, 10, 11, 12 вот здесь, 13, 14, 15 и пошли дальше. Ровно посередине, потому что здесь на пяточке будет число не совпадать, и здесь тоже, потому что мы вяжем поворотными рядами. Вот именно здесь, где самое большее количество петель. Это чтобы вы не запутались. Вот так выглядит ножка со всех сторон. Про различия рядов я уже сказала. Если хотите ножку такую, как на первой куколке, коротковатую, то здесь вяжем чуть меньше рядов, и здесь сверху тоже на 2 ряда меньше. Но я думаю, что длинные ей, вот такие немножко удлиненные, подойдут больше. Начинаем вязание. Набираем 11 воздушных петель. И дальше вяжем со второй петли от крючка. Вот здесь у нас первая, мы ее пропускаем, вяжем со второй. Нам сейчас по цепочке нужно провязать 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. В последнюю петлю цепочки мы провязываем 2 столбика. Первый, и второй. Дальше мы вяжем по второй стороне цепочки, по вот этим оставшимся петелькам. Провязываем 9 столбиков. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик. Вот что у нас получилось.
Отмечаем конец ряда. Обязательно пользуемся маркером, потому что здесь легко сбиться на ножке. Следующий, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой ряд. Это получается всего 7 рядов. Провязываем по 20 столбиков, также по кругу. Сейчас вывязываем вот эту часть. Вот мы набрали первый ряд. Дальше со 2 по 8 вывязываем просто по 20 столбиков. Провязали. Вот что у нас получилось. Дальше вывязываем пяточку. Сейчас у нас 8 рядов. Провязываем соединительный столбик. Воздушная петля. И разворачиваем вязание. Вяжем в обратную сторону. Первую петельку пропускаем, во вторую мы провязываем первый столбик без накида. Ну и дальше в следующий вяжем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Соединительный столбик. Разворачиваем вязание. Вяжем со второй петли от крючка. Воздушную петлю не делаем. Первую пропускаем, со второй мы провязываем следующий ряд. Вот сейчас мы провязали 9, если считать по центру ножки. Дальше вяжем 10, провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Следующую петлю провязываем соединительный столбик. Вязание разворачиваем. По обратной стороне вяжем 11 ряд теперь уже. Нам нужно провязать с вами 5 столбиков. Также первую петлю пропускаем. Вяжем, начиная со второй. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. В следующую петлю провязываем соединительный. Разворачиваем вязание. Вот у нас с вами получилось уже 11 рядов. Следующий 12 ряд. Первую петлю пропускаем, со второй мы провязываем первый столбик, второй, третий, в следующую петлю соединительный. Разворачиваемся на другую сторону. Пропускаем первый столбик, во вторую мы вяжем 1 столбик без накида. Следующую петлю провязываем соединительный столбик. Разворачиваемся и дальше вяжем уже по кругу. Провязываем первый столбик на верхушечке. Получается во вторую петлю от крючка. Первый столбик провязали. Теперь я переставляю ниточку свою маркировочную, чтобы не потерять его. Обозначили столбик как первый в ряду, и дальше нам нужно с вами по вот этой боковой части ножки
провязать 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Далее провязываем по вот этим частям, по передней части ножки получается 9 столбиков. Подтягиваем посильнее ниточку, чтобы не образовалась дырочки. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. И остается у нас снова часть боковая, по которой нам нужно провязать 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Все, ряд закончился. Я переношу маркер, ниточку на последний столбик. Готово. Получилось у нас 1 столбик на верхушке, 4 на боковой части, 9 на передней и 4 снова на боковой части. Итого получается 18 столбиков. Следующий ряд мы с вами будем вязать опять поворотный. Провязываем в наш первый боковой, первый верхний столбик без накида. Дальше второй столбик, третий, четвертый и провязываем соединительный. И провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и в обратную сторону провязываем 7 столбиков. Первый пропускаем со второй петли от крючка. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Следующую петлю провязываем соединительный. Воздушная петля и вязание поворачиваем. Вяжем следующий ряд. Вот можно посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше, которые поворотные у нас 9, 10, 11, 12. Вот здесь 13 и 14, здесь 2 столбика. И вот этот 15. Сейчас вяжем 16. Теперь вяжем не во вторую, а в первую петлю от крючка, в самую. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Одну петлю провязываем ровно в серединку, там, где у нас был соединительный, воздушная петля. 9, 10, 11 и 12 столбик. Теперь здесь нам нужно с вами вывязать убавку из 3 столбиков за переднюю полупетельку. И довязываем оставшиеся 3 столбика. Первый,
второй и третий. Начало ряда теперь переносим вот сюда. Вот у нас первый столбик. Из начала ряда я всегда отмечаю последний столбик. Вот он у нас будет сейчас, который мы довязали, третий. Всего в этом ряду у нас получилось 16 столбиков. Вяжем следующий 17 ряд. Провязываем 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Вяжем убавку. Вот здесь не потеряйте в уголочке столбик. Он прям маленький, незаметный. Убавка. Один столбик. В следующую вяжем 3 столбика. Первый в эту же петлю, второй и в эту же петлю провязываем третий. Снова один столбик и убавка. Закончили этот ряд. Получилось у нас 16 столбиков. Следующий 18 ряд провяжите 16 столбиков без накида. Можно детальку наполнить. Провязали. Вяжем следующий ряд 19. Провязываем прибавку. Три столбика. Первый, второй, третий. Снова вяжем прибавку. 3 столбика. Первый, второй, третий. И провязываем прибавку. И еще 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Получилось у нас в этом ряду 19 столбиков. И следующий ряд 20 провяжите 19 столбиков без накида. 21. Провязываем прибавку. Четыре столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Снова вяжем прибавку. 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Прибавка. Далее довязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Провязали. 22 и 23 ряд провяжите по 22 столбика без накида. В следующем 24 ряду мы будем вязать прибавки по бокам. Одна с одной стороны, вторая с другой стороны. Они должны располагаться ровно посередине боковой части. Если у вас
смещается вязание, то вы можете провязывать дополнительные столбики. Вот, например, я провязала один столбик и начало ряда перенесла на один столбик влево. Таким образом выравнивая, чтобы прибавки были ровно на серединке ножки. Выравнивать нужно, потому что мы с вами после перейдем к вывязыванию коленочек, и нужно, чтобы коленочки были ровно посередине ножки, никуда они не убежали. Продолжаем вязать. Так, я этот столбик провязала, чтобы вам показать. Продолжаем дальше вязать. Вяжем 24 ряд, провязываем первый столбик, второй и вяжем прибавку. Вот у меня прибавка посерединке. Дальше провязываем 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый столбик закончился на середине пяточки. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вяжем прибавку. И дальше довязываем 8 столбиков до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Так, все, прибавки по краям. Следующий 25 и 26 ряд провяжите по 24 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд у нас идет 27. Провязываем 2 столбика. Вяжем прибавку. Далее вяжем 11 столбиков. Первый, 10, 11. Провязываем прибавку. И дальше довязываем 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Провязали. Далее с 28 по 36 ряд, это получается всего 9 рядов, нам нужно провязать по 26 столбиков без накида. Если же хотите вы коротенькие ножки, как у первого варианта куколки моей, то провяжите не 9 рядов, а 5. А так, если вас устраивает вот такая ножка, то вяжем так же, как и я, 9 рядов по 26 столбиков. Провязали 9 рядов, вяжем следующий 37 ряд. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Убавки располагаются также по бокам ножки. Дальше вяжем 11 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и провязываем убавку.
Дальше довязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В следующем 38 ряду мы будем вывязывать коленочки. Посередине, по бокам у нас идет по 4 столбика, сзади 4 убавки, спереди 8 прибавок. Нужно сделать так, чтобы прибавки располагались ровно посередине. Для этого я сейчас провязываю 2 столбика смещения, смещаю ряд вперед на 2 столбика. То есть начало ряда у меня теперь будет вот начинаться с этого столбика. Вы также посмотрите, чтобы 8 столбиков у меня вот как раз получается 1, 2, 3, 4 ровно на серединке, 5, 6, 7, 8. Также здесь с убавками сзади. Выровняли. Теперь провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь мы вяжем подряд 4 убавки. Первая, вторая, третья и четвертая. Дальше вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И вяжем подряд 8 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 прибавка. Закончили вязать этот ряд. У нас сейчас с вами получилось также 24 столбика. Мы здесь убавили, здесь прибавили, количество столбиков осталось то же самое. В следующем ряду мы вяжем наоборот. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь на месте 4 убавок мы провязываем 4 прибавки. Первая, вторая, третья, четвертая. Вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь на месте 8 прибавок мы провязываем 8 убавок за переднюю полупетельку. Раз, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая,
7 и 8 убавка. Закончили этот ряд. Количество столбиков у нас также осталось 24. Следующий 40-й ряд провяжите 24 столбика. Провязали. Вяжем 41 ряд. Провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. И вяжем прибавку. Дальше провязываем 10 столбиков. Первый, второй, 9, 10. Провязываем прибавку. И дальше довязываем 9 столбиков до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8 и 9. Получилось у нас в этом ряду 26 столбиков. И следующий 42 и 43 ряд провяжите по 26 столбиков. Провязали. Следующий ряд мы вяжем 44. Провязываем 1 столбик, второй, третий и вяжем прибавку. Дальше провязываем 12 столбиков. Первый, 11, и 12. Снова провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 9 столбиков. Первый, второй, 9 столбик. В этом ряду у нас сейчас получилось 28 столбиков. И следующий 45 и 46 ряд провяжите по 28 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 47. Вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 14 столбиков. Первый, второй, 13 и 14. Провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 9 столбиков. Закончили вязать этот ряд. У нас получилось 30 столбиков. И следующие с 48 по 55 ряд, получается всего 8 рядов, провяжите по 30 столбиков без накида. Если вы вяжете ножки коротенькие, то провяжите 6 рядов. Провязали 8 рядов. И теперь на той ножке, которую вы связали первую, складываем ровненько деталь по бокам и не довязываем столбики до вот этого края. Ножку выровняли, нашли серединки по бокам и не довязали до вот этой стороны. У меня получилось, что я не довязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Следующую петлю я просто провязываю соединительной. Ниточку на этой ножке, которую вяжем первую, обрезаем. Вторую ножку вяжем точно так же. Единственное, когда мы провязали 8 рядов последние, также складываем и наоборот провязываем дополнительные столбики в эту сторону. Получается,
Первую, которую связали, заканчивается с этой стороны, вторая, наоборот, должна закончиться с вот этой стороны. Здесь вам нужно будет довязать столбики. У меня их выходит 4 или 5. На второй ножке ниточку не обрезаем, оставляем, продолжим вязание в следующей части. Вот что у нас получилось. Две одинаковые ножки. Одна заканчивается с этой стороны, вторая заканчивается с другой стороны. На этой ножке нить должна быть не обрезанная. Наполняем нижнюю часть хорошо, до коленочек. Сверху можно не наполнять, потому что иначе наполнитель будет мешать в процессе вязания. Все готово. Переходим в следующую часть, где мы свяжем вместе с вами туловище.